Привет! Какими судьбами забрел ко мне на канал? Есть желание посмотреть на мойку высокого давления. Ну давай, погнали смотреть. Сегодня вот такая вот у нас большая распаковка. Значит, приехало два товара. Товар в основном для тех, кто со мной спорит, что мини-мойка это как бы плохо. Я топлю за мини-мойку. Но вот, друзья, пожалуйста, вам приехала сетевая, нормальная, стандартная мойка. Что мы с вами, в принципе, распакуем. Разберем, соберем и потом пойдем потестим. Посмотрим, что да как она собой представляет. Ну и к мини-мойке приехало вот такое вот, друзья, резиновое ведро. Вот таким образом это все дело выглядит. Рукоятка. Видите, есть на рукоятке даже защита. Я бы, знаете, что сделал? Это ведро предназначено сугубо таскать его на колесах. Но я бы как-то придумал бы еще одну такую рукоятку, чтобы можно было как-то переносить. Потому что не у всех и не у каждого идеально ровный пол, допустим, да. На защелочках у нас открывается верхняя крышка. Вот так это все выглядит. И в комплекте идет у нас 4 колеса для данной моечки. Вот такие вот, я бы сказал, мебельные колесики, да. 4 штуки. Давайте по-быстрому мы эту ведерко соберем. 4 колесика. Потом у нас есть уплотнительная резинка. И есть вот такая вот заглушечка. Куда ее впихивать, пока не знаю. Ну, вот такая пробочка. Так, короче, смотрим. Ведро у нас резиновое и вот такое вот плоское, да. Я пока ручку сложу за ненадобностью. Рукоятка здесь защелкивается. Все отлично. И оно у нас вот таким вот образом вытягивается. И получается такое 20-литровое добротное, я бы сказал, ведро. Сюда просто вставляются ножки. Раз, два, три, 4. Все, данная ведерко у нас, пожалуйста. Можем сюда малыша садить, водички немножко налить и где-то на отдыхе даже купать. Ведро имеет вот такой вот штуцер, соответственно, для подключения либо этой мойки, либо для подключения мини-мойки. Также имеется здесь вот такое отверстие, куда мы вставляем данную резинку. Давайте вот так, наверное, буду показывать. Резинка очень нежная и мягкая. Вот таким образом. И если мы, допустим, пользуемся этим ведром, вот только что до меня доехало, этим ведром не с этой мойкой, а с мини-мойкой, мы берем эту вот заглушку. И вот это вот заборное отверстие затыкаем, чтобы у нас водичка сюда не лилась. Потом закрываем ведерко, наливаем, соответственно, водички, закрываем ведерко и фильтр от мини-мойки вставляем сюда. Все просто, надежно и понятно. Значит, смотрите, фильтр мини-мойки, конечно бы, я какой-то другой придумал бы. Потому что, видите, он высокий. И, соответственно, уже у нас сантиметров 5 на высоту фильтра водичка не будет всасываться, а будет оставаться здесь. Все, друзья, по мини-моечке, по этому ведру мы с вами разобрались как-то. Пускай оно здесь стоит. Давайте по мини-мойке. Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Мини-мойка стандартная, сетевая и от, соответственно, водопровода. Инструкция есть. Здесь комплект винтов для сборки. Шланг подключения воды, то есть от ведра до мини-мойки. Мини-мойка может сама всасывать воду. Шланг, друзья, короткий. Если вы будете пользоваться сетевой водой, то вы, конечно, уже будете использовать свой шланг. Если с ведром, то шланг у нас есть. Далее, пистолет. Одна часть. Ствол от пистолета. Как бы вторая часть, да? Или это удлинитель какой-то. Туда это все собирается у нас следующим образом. Вот так. И сюда что-то еще должно впендюриваться. Так, дальше. Дальше. Имеется, как обещали, в подарок идет фильтр воды. Это ножки.
фитинг, быстросъем для шланга. Вторая ножка. Это крепление, я так понимаю, пистолета, чтобы сюда что-то там ставить. То есть, если мы попользовались, где-то сюда как-то вщелкиваем. Не то храним стволы отдельно. Думаю, понятно. А это вот штуковина с хомутом таким, если мы используем от водопроводного крана. Все это дело одеваем на кран, фиксируем хомутом. И здесь, соответственно, у нас такая вот вещь, как на быстросъеме для крана. Дальше. Пенокомплект. Пенокомплект, друзья, я бы сказал, точно такой, как с мини-мойкой, поэтому там каких-то чудес от него ждать нам не придется. Пенокомплект должен быть пенокомплектом, поэтому лучше его докупить, друзья, отдельно. Хороший. Здесь 2 колеса и рукоятка. Это какой-то верхний кронштейн или нижний упорный, да. Потом это все дело я соберу и вам продемонстрирую. Шланг высокого давления. И сама мини-мойка. А, еще вот удлинитель ствола, последний кусочек. Довольно длинный ствол получается, друзья. Здесь тоже быстросъем. Нажимаем кнопку, вставляем, я так понимаю. Хлоп, все готово. И вот такой вот пистолет. Длиннющий, отличный. С регулировкой, как у Керхера. Отлично. Все, коробка у нас пуста. Коробочку мы где-то сюда ставим. Вынимаем мини-мойку. И вот такая вот, друзья, малышка. Опа! Вот такая вот малышка. Ну, соберется она будет, конечно, выше. Заявленное давление 150 бар. Значит, есть еще у них лот с заявленным давлением в 200 бар. Друзья, давление я просто не знаю, как проверить, поэтому будем смотреть как-то с вами на глаз. Значит, смотрите, расход, я так понимаю, 5,5 литров в минуту. Максимальный расход 6,5. Максимальная допустимая температура воды 50 градусов. Хотя везде, по-моему, в Керхере у меня было в инструкции не больше 40. Вот, я тоже как бы топлю, что не больше 40, иначе тут все может, этот пластик, поплыть, я так, ну... К примеру, говорю образно. Ну и весит 5,3 килограмма. Вот так это вот моечка. Значит, народ, сейчас я пододвину камеру ближе. И поскольку у нас данная мойка заявлена, что она имеет металлический двигатель, я просто хочу ее располовинить и продемонстрировать вам и посмотреть самому, так ли это. 5 minutes later. Разобрал данную моечку. Всего лишь, друзья, 6 винтиков-саморезиков. Наверное, для удобства снимаем пробку с заборной части, куда мы подаем водичку. И пробуем открыть. Вот, все легко открывается. Пластик, что касаемо пластика, довольно неплохой. То есть на нем груза не возить, а так он очень даже неплохой и прочный. Вот, да. Смотрите, насос заявлен металлический, ну то бишь алюминиевый. У меня в Керхере тоже он алюминиевый. Все как положено, все красиво собрано. Вот такой вот малыш-движок установлен внутри. Ну туда, друзья, уже не полезем, так как времени и так мы с вами на этом всем убьем довольно немало. Вот, переходники все пластиковые, но благо мотор, опять же, есть какая-то здесь надпись CL12. Не знаю, что это обозначает. Больше никаких маркировок, друзья, я здесь особо не вижу. Вот я вам располовинил все на свете. Здесь, соответственно, выключатель. Вот, а здесь, наверное, уже стоит датчик давления, да? Чтобы наша моечка понимала, когда ей пользуются, когда нет. Заборный фильтр для движка, для охлаждения. Вот так это все внутри выглядит. И движок там обмотки, да, видно, что намотаны медные. Ну, опять же, может быть и алюминий крашеный, но я даже и не скажу. Короче, вот такая, друзья, конструкция. Все, как видно, просто, надежно и аккуратно. Все, давайте я соберу все это в кучу, продемонстрирую вам, и мы с вами пойдем там попырскаем на машину, допустим, посмотрим, как все это действо работает. Вот, тем более, что самое интересное, все это стоит, наверное, дешевле, нежели мини-мойка. Это замечательно, клянусь Богом. Поэтому
любителей высокого там давления керхеров, вот вам как бы на заметку. Я же предпочитаю больше мини-мойки, нежели вот такие вот вещи, где надо все время удлинитель скручивать, сворачивать, шланг скручивать, сливать, сворачивать. Это просто алис для меня. Согласен. Мойку высокого давления я вытягиваю там раз в год, наверное. Вот. И плюс, если вы моете высоким давлением автомобиль, конечно же, у нас вода не супер качество. Вот, поэтому в воде есть разные включения, там металлы тяжелые, там, не знаю, камни, песок, ну, я имею в виду очень мелкой фракции. И под высоким давлением все это дело получается как пескоструй. Поэтому я даже не советую вам высокими мойками с офигенно высоким давлением мыть автомобили. Но это ваше дело. Настаивать я не буду. Как хотите, так и мойте. Чего вы разволновались-то? Успокойтесь, дышите полной грудью. Что ж, заполняю наше ведерко водичкой. Вот просто быстросъем, видите, сюда вставил, вот резинку стянул. Короче, потом поправлю. Резиночка, опа, видите, что делается. А резиночка нужна еще, когда мы достанем, допустим, шланг, не то с мини-мойки, не то вот этот подающий шланг водопроводный. То есть вот эти усики будут препятствовать разбрызгиванию во время транспортировки воды. Ведра с водой. Все, доливаю и продолжим. Вот, водички полна коробочка, как мы видим. Закрываем все это дело. Воздух у нас будет поступать сюда. То есть вакуума здесь не будет, разрежения создаваться. Короче, все подключил к мойке. Вот таким макаром. Воду подал напряжение. Все, друзья, ставлю на штатив и пробуем, засосет эта моечка водичку или нет. Итак, как я сказал, все у меня подключено. Снимаем пистолет, включаем мойку. Пошла вода, пошла, видно по шлангу. Блин, народ, вот давление реально классное. Давайте, наверное, я немножко попылю на машину. Видите, за какой промежуток у нас все это дело закачалось. И смотрите, какое давление. Блин, у меня, наверное, в Керхере К 5 серии такое же давление. Погнали.
Давление чуть-чуть меньше, чем в моем Кёрхере, но, ребята, конечно же, это не сравнится с мини-мойкой, но, опять же, вот под таким давлением я машину свою мыть не хочу, поэтому я вот где-то вот так вот буду держать и как бы смывать все это дело. Так, теперь я подготовил пенокомплект. Поменяем пенокомплектик, поставим и посмотрим, что у нас получится с пенкой. Получится ли вообще что-то. Ну что, вперед, погнали. Конечно, с нормального пенокомплекта, где стоит пенная таблеточка, вот вы все знаете, наверное, у меня тоже их аж 2 штуки, да, для Кёрхера я покупал. Эта штука не сравнится. Но опять же, она работает плюс-минус как от мини-мойки. Вот такая же пена, видите, она сразу немножко подтекает, но в принципе как бы пользоваться-то можно, если ничего другого нет. Но лучше, конечно, советую прикупить пенокомплект хороший, и тогда будет пенка суперская. Еще раз продемонстрирую. Блин, ребята, что бы кто ни говорил, машинка шикарная. Тем более за 200 плюс рублей белорусских можно брать с закрытыми глазами. Это я вам точно говорю. Не знаю, какая там будет по давлению машинка, ну, имеется в виду мойка, да, высокого этого давления, в 200 бар. Вот. Но если брать, если там реально есть какая-то разница, хотя я, видите, проверить не могу, то, наверное, я лучше буду рекомендовать брать немножко побольше, в 200 бар. Ну, тут заявлено 150, опять же, проверить не могу. На глаз я, друзья, тоже это давление никак вам не продемонстрирую и не расскажу. Вот показываю, рассказываю, все как есть, видите. Забор у нас идет из бачка. Водички у нас сколько там остается? Вернее, не из бачка, а из ведра. Расход небольшой воды. То есть сейчас воды по синюю полоску, а было примерно вот по ребро, поверх, ну, по защелочку эту. Поэтому все класс. Сейчас я быстро смываю, потому что пена засохнет, и это не есть хорошо. Говорят, что надо по-правильному мыть снизу вверх. Я считаю, что это да, правильно, так как мы, моя снизу, немножко пену подгоняем еще выше, тем самым давая как бы ей больше поработать. Но я быстро смываю, потому что солнце все засыхает. Ну и вот даже так, на скорую руку, уже видно, что, как говорится, бочина моего автомобиля чистая. Кто-то говорил, ты не показывай там мойку на чистой машине, показывай на грязной. Друзья, я мойку не показываю, как она моет. Моет не мойка, а моет, как говорится, моющее средство. Поэтому обращайте на это внимание. Я показываю, что у нас и как получается на выходе с инструмента, допустим, да. Потому что машину так быстро, соответственно, я не мою. И даже если вы помоете там супер-пупер мойкой там сверхвысокого давления, то есть бесконтактным путем, вот таким, как я сейчас, и потом возьмете тряпочку беленькую, приотрете машину, вы просто офигеете, какая она будет черненькая. Поэтому самая лучшая мойка — это мойка с тряпочкой. Ну а вот такая мойка, это мне надо где-то поехать по-быстрому куда-то. Я грязюку основную сбиваю и вперед. А так я говорю, вот такая мойка. У меня как-то у товарища был Кёрхер не то К2 серии, не то К3 серии. Я не знаю, ребята, наверное, вот это вот мощнее, чем тот Кёрхер. То есть я не сравниваю уже с своим К5, мой К5 немножко помощнее. А вот К2 или К3, я уже не знаю, не помню там серии, но, по-моему, Кёрхер тот послабее, чем эта моечка. Не хочу ничего там, рекламу делать какую-то суперскую, да, ну вот прислали на обзор, я вам все показываю. Я надеюсь, будет как-то хоть да видно.
Так, это было все из ведра. Из ведра, друзья. Сейчас я ставлю заглушку, отключаю и подключаю шланг водопроводный. Вот эта заглушечка я закрываю, дабы водичка у нас не текла из ведерка. Вот, теперь можно смело отключить шланг. Видите, водичка не течет со шланга. Класс. И подключаем водопроводный шланг. Посмотрим, что-то как изменится, либо не изменится. Так, надеюсь, все тут ничего не сорвет. Открываю воду. Так, вода пошла. Давайте смотреть по давлению, есть ли какие-то изменения. Нет. Визуально изменений просто нету. Мы еще с вами посмотрим, изменения будут ли какие на пенке, да? Посмотрим еще раз на пеню, я буквально вот передок, да? А вот пенка, друзья, стала немножко гуще. Это 100%. Классно. Хоть она истекает быстро, но слой получается толстый, густой. Вот. И все классно. То есть под водопроводным давлением у нас пена получается немножечко лучше. Супер класс. Так, ну что, будем смывать бочинку, да? Видите, я всегда так мою машину керхерами. То есть у меня здесь сантиметров 50-60 от кузова. Почему? Потому что, опять же, я не хочу все это дело от песка струить. Вот, кто-то из вас будет спорить там со мной, что да, мы моем там на мойках самообслуживания автомобилей, все классно. Друзья, если это классная мойка самообслуживания, то водоподготовка в этой мойке, да, тоже будет классно. Там будет стоять обратный осмос. Я же сейчас веду разговор про бытовые вот такие вот условия. То есть у нас шланг есть водопровод, подключили. Никаких фильтров и осмосов нету, ну, кроме фильтра грубой очистки, который я вам показывал, шел в комплекте. Поэтому как-то так. Ну, а вы уже для себя как бы сами решайте, надо оно вам или не надо. Поэтому, друзья, все показал, рассказал, продемонстрировал. Вот, поэтому смотрите, друзья, сами. Ссылка, как всегда, будет и на ведерко. Вот это классное ведерко. Но ведерко что, друзья? Ведерко мы можем с вами возить только вот по бетонному либо ровному полу. Где-то в саду, конечно же, нет. Вот поэтому я и говорил, что сюда бы вторую ручку, чтобы как-то его можно было переносить. Так, ну давайте посмотрим, как он будет мыть, допустим, бетон. Вот. Мыть, как вы видите, можно спокойно, притом. Это я вот такой угол сделал. Если где-то так. Прекрасно будет смывать какие-либо там садовые дорожки. Как в моем случае, там я мою ступеньки. Но мою я не этой мойкой, а мини-мойкой. Для мойки ковров, ковровых покрытий повесили, помыли. Вот как я делаю, допустим, керхером летом. Ну а сейчас я, наверное, вынесу этого малыша и буду этим малышом мыть. Зачем мне этот тяжелый большой керхер таскать? Все, друзья, я с вами могу говорить по этому поводу часами, да. Поэтому на сегодня все. Надеюсь, было видно, понятно и доступно. Пока. Я рассказал тебе всю правду. Хотите — верьте, хотите — нет.